Сейчас вам быстро напомню, что было в предыдущей серии. Я проверила на себе местные СПА-процедуры. Боже, я не выйду из этой бочки никогда теперь. Попробовала киргизский завтрак, которого хватает на весь день. Почему вы стройная такая? Это невозможно быть стройной с таким завтраком. И протестировала главную горнолыжную базу. Люблю свою работу. Добро пожаловать в Киргизстан. Это жизнь других. Давайте я напомню вам, где мы находимся. Мы в Киргизстане, у озера Иссык-Куль. В прошлой серии мы гуляли по парадной стороне Каракола и Чолпон-Аты. Смотрели горнолыжную базу, попробовали местные СПА-процедуры и останавливались в гостевом доме. В общем, все, что полагается настоящему туристу. В этой серии мы зайдем с другой стороны и посмотрим на жизнь тех, кто не часто эти города покидает. Например, как живет Адылбек, инспектор туристической экологической милиции, который каждый день спасает десятки жизней. Или пенсионер Эмильбек и его большая семья, которая может похвастаться своим большим поместьем. Ну и познакомимся с обычными школьниками, у которых жизнь только начинается. Вот вы знаете, я тут хожу, машины вижу, грузовики всякие вижу, а вот общественного транспорта я как-то не вижу. Но они мне говорят, что он у них есть, и очень хорошо он ездит, и все им довольны. Но я пока... Вообще машины перестали ездить. Все, машинка одна. В общем, сейчас узнаем, что ж тут с общественным транспортом. За последние 2 года у нас появились новые китайские автобусы. Единственное, без кондиционера, но такие обещали попозже. Такси у нас, конечно, популярнее. В любое время дня ходит, в любую точку города. Почти во всех семьях есть машина. Если не 2, то 1 точно. Многие предпочитают ходить пешком. Это и для здоровья полезно, и на свежем воздухе хорошо. Проезд стоит 15-20 сом на автобусе, а на такси 300-500 сом. В столице, конечно, машины получше, это корейские иномарки, а тут немного попроще. Знакомство с жизнью местных жителей мы начинаем в месте, где, собственно, и начинается эта жизнь – в роддоме. Женщины сюда ходят чуть ли не чаще, чем на работу. Ведь рожают тут много, по 3-4 ребенка. Так что давайте посмотрим, как здесь встречают не только гостей со всего мира, но и совершенно новых людей, которые только-только успели открыть глаза. Тут обязательно надо одеть бахилы и халат. Ты мне только потом напомни, чтобы я бахилы сняла, а то я, как всегда, ухожу и потом в них хожу. Окей? Хорошо? Ежегодно у нас рожает 1100 женщин. В среднем возраст роженец 28-30 лет. Рожают по 3-4 ребенка, и мы этому очень рады. Это родильный зал. Здесь рожают в день где-то до 10 человек. Кстати, пока тут вот один и там еще другой родзал. Пока мы тут с вами болтаем, кстати, там женщина родила. В нашем государственном роддоме все бесплатно. Еда тоже бесплатна. Это 3-разовое питание. Завтрак, обед и ужин. Хлеб, компот, яйца. Кухня у нас очень хорошая. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Спасибо. Да. Это первый ваш? Нет, это уже 2-й. Второй уже, да? Мне сказали, что местные женщины очень суеверны. И что какие-то у вас, не знаю, тут амулеты. То есть, может быть, не у вас, может быть, у ваших подруг. Это правда или нет? Уже нет. Это все в прошлом, да? Обывательские разговорчики. Это было раньше. Женщины суеверны в другом плане. 40 дней нельзя выходить из дома, нельзя гулять, стирать, убираться. Ребенка тоже нельзя никому показывать.
А вы будете соблюдать вот эти правила, что там 40 дней вы не можете выходить? Обязательно. Обязательно? Потому что формируется иммунитет ребенка. К нему нельзя вообще подходить. И 40 дней никто не будет его видеть? Да, у него иммунитет настраивается. Диета у молодых мам такая же, как была в Советском Союзе. Белки, жиры, углеводы, витамины и легкая зарядка. Кстати, роддом рассчитан на 17 коек. Но если вдруг придет 18-я женщина, то ей вот тут для нее уже кровать тут есть, прям в коридоре стоит. Ну что, ей куда-то же надо ей идти, правильно? Зарплаты у нас, конечно, маленькие. Это проблема нашей медицины. Обещают поднять, но непонятно когда. Медсестра получает от 15 до 20 тысяч сом, в зависимости от количества ночных дежурств. Врач – 7 тысяч сом. Это базовый оклад. Но со всеми надбавками и дополнительной работой 30-40 тысяч сом. Кстати, после родов все дети находятся сразу с мамами. То есть тут нету, что им принесли, отнесли. Вот видите, сразу все. Как вы, девочки? Все хорошо. Хорошо? Отлично? Да. Когда выписываетесь? Послезавтра будем. Послезавтра? Ну, у вас так все тут, вот, кстати, тут 4 женщины, вы думаете, а тут 4 ребенка. И такая тишина, понимаешь, вообще. Просто местные дети сразу рождаются воспитанные. Ой, ну, что, вот и все, идем дальше. Я тебя просила про бахилы мне напомнить, а? Вот это я тебе должна ходить. Хотя красиво, правда? И ботинки не будут пачкаться. Идем так. Нет, давай снимем. Кстати, по случаю рождения ребенка здесь принято устраивать той. Вы спрашиваете, что это такое? И я вам скажу, это застолье. И не просто застолье, а большой праздник. И главным блюдом за столом всегда будет баранина. И вы спрашиваете, где же взять баранину для такого события? Причем хорошую. Ответ очень простой. Идешь на скотный базар. Причем работает он только по воскресеньям с самого утра. Любой нормальный человек скажет, что просыпаться в воскресенье в 6-7 утра – это просто преступление. Но только не в Караколе. Правда, ребят? Я первый раз в жизни иду на скотный рынок. И даже не представляю, что это такое. О, бараны уже ждут. Странный барашек у вас. Козел, баран, овца. Такое ощущение, что кто-то ругается. Но нет, на самом деле здесь так озвучивают ассортимент. Привет, привет. Хорошенькие такие. Ой, уже кого-то купили. На рынке я привыкла видеть, как люди могут не поделить какой-то товар. Но чтобы сам товар что-то не поделил, это что-то новенькое для меня. Я вышла в более-менее безопасную зону, потому что там легаются. Там попросили меня убрать свою рубашку, потому что почему-то она баранам понравилась, моя рубашка. В общем, вот этот рынок будет работать до обеда. И все, кто хочет, сегодня купит себе животных домой и для разных целей и пойдет домой. Но это вообще не дешевое удовольствие, понимаете? Лошади самые дорогие, примерно от 200 тысяч сом. Коровы от 150 тысяч сом. Еще можно овцу взять. Можно даже дешевую, за 10 тысяч. Но самые хорошие овцы могут доходить и до 100 тысяч сом. А это правда? Мне сказали, что тут, когда вот хотят барана купить, берут руку, как будто соглашаются, и торгуются до тех пор, пока... Да, пока на одной цене не Серьезно? сойдутся. Дай руку. То есть вот так вот, да. Ну что, 20, да? А ты? Ну, добавьте немного. 21. Ну, да, как-то так происходит. Договорились, да? И так Да, вот час да. можете стоять. Да нет, ну, не час, но быстренько, да. Быстренько, ага. Вот так, в общем, чтобы вы понимали, если вам понадобится баран, да, или кто? Ну да, то баран, надо например. так вот торговаться.
Рынок работает по воскресеньям, потому что это единственный день, когда у всей области выходной. Вот если вы не разбираетесь в баранах, то послушайте меня, я знаток. Вот такой баран стоит 60-70 тысяч. Взрослый, понимаете? А малышня ценится меньше. То есть баран, он в Африке баран, видишь? Дорогущая собака такая. В основном, конечно, берут для дома, для своего хозяйства, а некоторые для откармливания, чтобы перепродать потом. Ну и покушать мы, конечно, любим. Особенно бешбармак. Бешбармак это супер. Конечно, бешбармак. Люблю бешбармак. Я не знаю, мне так холодно, но местные говорят, что погода тут просто как в раю. Так ли это? Пойду сейчас я узнаю, потому что слышала, но замерзла как... Ух! Когда моя бабушка переезжала в эту долину, ей по дороге встретился человек, который сказал: «Ты едешь в рай». И я подтверждаю это. Даже так скажу, это самая удобная территория для жизни человека. Погода здесь и вправду прекрасная. Летом плюс 25, а зимой морозов почти не бывает. В среднем минус 2, минус 6. И как тут не расслабиться? Люди не расслабляются, зачастую забывая о своей безопасности. Когда вы турист, нужно всегда соблюдать правила безопасности, потому что может случиться все, что угодно. Но на этот случай есть кто? Спасатели. Правильно, всегда можете звонить в МЧС, и вас спасут. Мы пожарно-спасательная часть. Главный вызов — это, конечно, пожары. 20% — это уже другие чрезвычайные ситуации. Я инспектор туристической экологической милиции. Мы работаем, конечно, в основном с туристами. Смотрим за порядком на трассах, помогаем пострадавшим, доставляем в медсанчасть. Мы можем либо вызывать специалистов, либо, если случай несложный, сами спускаем людей с гор. А вот я пришла в диспетчерский пункт, так сказать, в сердце, да? То есть тут происходит именно все звонки поступают сюда, если что-то. Да, по номеру 101 к нам поступают вызовы. В основном, конечно, сюда звонят при пожарах. Пожар. А вот если с лыжниками что-то случается? Да, тоже мы. Тоже здесь? Да. Это все один номер. Какой? 101. 101 набирают, и все, и все попадают сюда. Травм всегда много, особенно в этом сезоне. Минимум в день 2 травмы будет всегда. Надо помогать. В основном это травмы ног, рук, ну и на самом деле всякие бывают. Максимум на моей памяти было 17 случаев в день. Конечно, сложнее работать в летний период. Просто те же туристы уходят намного дальше в горы, и до них сложнее добраться. Теряются часто там или уплывают куда не надо. И вот вам говорят: пожар, пожар. И что вы дальше? Дальше ваши действия? Мы берем телефон и записываем. Записываете в блокнотик. Да, откуда звонят, номер, адрес, что случилось. Так. Нужно собрать Пока информацию. будете писать, так уже сгорит все. Нет, мы за минуту справляемся. За минуту, то есть вы быстро уже умеете? Угу. Да, записываем и отправляем туда специальную машину на помощь. Государство нас обеспечило катерами, снегоходами, квадроциклами и внедорожниками. В самые дальние места заезжаем на всем этом. Причем туристическая экологическая милиция существует только в нашей области. 2 раза в месяц мы сдаем физические экзамены. Ну и каждый день занимаемся в зале для поддержания формы. Но вообще я очень боюсь вот этого отдыха, потому что ты едешь себе так спокойненько, и вот эти вот сумасшедшие, которые летят, они могут же просто натворить кучу бед, и я вот их боюсь. Бывают такие случаи, да. Нам сразу сообщают по рации ребята, которые видят, или, например, охранники звонят. Мы на самую высокую точку забираемся, на высоту, вылавливаем таких и предупреждаем. Если вдруг не понимают, то охрана аннулирует скипас, и все. Да вы что? И все, и выгоняют его, да. Ой, вам кто-то... Да, сейчас. Да, вдруг там... Нет, все в порядке. Вдруг уже какой-то вас вызывает. Ну, у вас тут 3 телефона.
По всем Да. 3 звонят? Да, по всем 3. Если один занят, то вызов автоматически переходит на другой телефон. И все телефоны, конечно, привязаны к одному и тому же номеру. То есть дозвонится человек 100% до вас, если Да, захочет, да, да? 100%. Ой, ну хорошо, я не буду отвлекать, а то сейчас кто-то будет звонить, а вы тут болтаете со мной. Зарплаты в основном у всех одинаковые. От местности особо не зависит. Только если высокогорье, там намного больше платят. У нас в районе 60-70 тысяч сом. Мы раньше остальных выходим на пенсию. После 12 лет службы у нас считается год за 1,5. И на снегоходе, то есть вы и спасаете, и плаваете. Ну, я не знаю, просто вот вы как этот Бэтмен. Спасаете людей. Да никакие мы не Бэтмены. Мы сотрудники милиции. Стараемся работать для народа. Спасатель МЧС – это, конечно, герой. Но большая часть их работы – это исправление чужих ошибок. Большинство из них можно было бы и не совершать. Это если бы в детстве кто-то сказал: «Туда не ходи, так не делай, думай головой». И в Кыргызстане очень ответственно подходят к образованию детей. Давайте зайдем в одну из местных школ. В школу дети идут с 6 лет. Самое интересное, что до 3 класса у детей нет никаких оценок. Представляете? Думаю, какое счастье. У меня вот эти 5, 2 были с 1 класса. Стресс такой. А тут нет. Тут спокойненько до 3 класса. Учебный процесс у нас с 8 утра до 6 вечера. В 2 смены работаем. В школе учатся 1500 детей. У нас смешанная школа. Обучение как на русском, так и на киргизском языках. Я вот пришла в школу, а тут такое большое зеркало. Думаю, ну ничего себе, какие молодцы. А это, оказывается, выпускники делают такие подарки своей школе. Потому что, мне кажется, это очень важно. Когда ты идешь, вот такая лохматая, знаешь, нечесанная, у тебя все торчит. Раз посмотришь на себя, испугаешься, поправишься и идешь дальше красивой. Правильно? Правильно. Для мальчиков форма – это белый верх, черный низ. По желанию пиджак или галстук. В начальной школе форма бордового и серого цветов. Расскажите, что у вас за украшения? То есть я не у всех учеников видела эти шарфики. Это шарфики парламентские. Мы их сами шили в прошлом году. Это наша отличительная черта. Они есть только у членов парламента. Это мотивирует остальных заниматься школьной жизнью и быть активными. От 30 до 40 детей учатся в русских классах, в киргизских до 30 детей. А вы в каком классе? Вы все в одном? Нет, вот мы втроем в 11 классе. А, вы в 11 уже, да? Да. Да. А я еще в 7 пока. А ты в 7. Я поняла. А вы уже знаете, у вас последний год, вы уже знаете, куда вы пойдете? Да. Куда? Мы все втроем собираемся в российские вузы поступать. Дети в основном выбирают за рубеж. Это Россия, Санкт-Петербург, Москва, Томск, Новосибирск, либо Китай, Венгрия и Чехия. А скажи мне, а девочки у вас могут краситься? Девочкам можно только неброский, нюдовый макияж, но это уже тем, кто повзрослее. В 11 классе можно? Ну, не то чтобы можно. Яркий и кричащий макияж под запретом. А прически? Прически аккуратные и собранные волосы. Распущенные нельзя? Нет. Молодые специалисты приходят, но таких мало. В этом году мы укомплектованы. Но если возникает нехватка кадров, то мы набираем русских преподавателей. Да нет, не могу сказать, что задание сложное. Нас особо не нагружают здесь. Это звонок у вас такой? Да, это перемена. А что он говорит? Обычно что-то хорошее всегда говорят. Он говорит: урок закончился, хорошего вам дня. И все, и музыка играет, да? Да. 1 минуту. Это на каждый урок такая музыка? Да. То есть и всю перемену Нет, играет музыка? не всю перемену, только 1 минуту.
Ну а я, если слышу звонок на перемену, помню самое главное. Время бежать в столовую. Та-да-да-дам! Говорите, спортзал, кабинет химии. Вот главное место в любом заведении. Ну, для меня, понимаешь? Поэтому я такая... Идем. Младшие классы кормят бесплатно, а старшие сами покупают еду. В день это 200-250 сом примерно. Что у вас сегодня на обед? Сегодня макароны со сливочным маслом и курица. Вкуснятина? Так, и салат из... Салат, свекла-капуста, витаминный салат. Очень полезно, да? Учитель получает от 25 до 35 тысяч сом. Вот отварная корочка, да? Да, отварная. Со сливочным маслом. Я ощущаю, как будто мне 5 лет, и я в детском саду или в школе. Вот такая здоровая, приятная, знакомая с детства еда. Хочешь? Нет, ты такой не любишь. Ты эти тараканов каких-нибудь, да? Нет, тут извини. Школа в Кыргызстане, как и в любой другой стране, это про будущее. Здесь дети изучают предметы, выбирают себе профессии и планируют свою карьеру. Программа обучения всегда меняется. Какие-то предметы уходят, какие-то сильно обновляются. Но есть в этой стране знания, которые не устаревают никогда. Оно о том, как жить в гармонии с природой и как собирать хижину без единого гвоздя, и как сделать так, чтобы твой дом всегда был с тобой. Знаете, кто самые счастливые люди в Кыргызстане? Те, кто спит в юртах. Ну, по крайней мере, так считают именно те, кто спит в юртах. Идем посмотрим, так ли это. Нам нравятся юрты, потому что это про натуральность. Она сделана из дерева и войлока. Такое у нас ценится. Слушай, ну тут прямо действительно очень просторно. Как говорится, юртиться никому тут не придется. У меня один вопрос. Когда ребенка надо поставить в угол, как это сделать? Где? У нас свой отель из юрт. Открыть его без поддержки государства было, конечно, сложновато. Нам пришлось продать дом, кое-какое имущество, но мы решили рискнуть. Но главное не это. Главное, что вот эта вот юрта, это, конечно, гостиница. Да, но тем не менее тут есть маленький сюрприз. Та-дам! Туалет! Кстати, санузел тоже просторный очень. Ну, вы же понимаете, что в настоящей юрте никакого туалета нет. Настоящие местные юрты выглядят немного иначе. Причем я уже давно в Кыргызстане, но так и не рассказала вам, как же производят главный символ этого кочевого народа. Ну что, вы долго ждали, я терпела, и, наконец, мы здесь. Где? На производстве юрт. Вы же хотели увидеть, как делают юрты? Идем. Юрты делаются из войлока. И они теплые, это же шерсть. Это такой природный утеплитель. Скажите, юрты делают тут... Ну, многие тут делают юрты или только вы? Юрты не только мы делаем. В области где-то 20 производств. Где вы берете вот этот вот войлок, вот этот зеленый войлок? Войлок мы сами делаем. Мы все покажем вам. Вот тут проходит завтрак, который, кстати, входит в стоимость проживания. Здесь вот такие красивые одеяла. Вот тут вот люди все сидят на корточках и завтракают. Ну, это красота. А вот эти костюмы, которые тут висят, их тоже можно примерить, сфотографироваться, в них позавтракать. Почему бы и нет? И это бесплатно. Однажды был дождь, и гости очень кайфанули от звука. Слышимость потрясающая. Слышно, как птички поют, как кошки мяукают. Слышно природу. А сколько человек тут работает? 50 человек здесь А вы работает. тут прямо вот самое главное. Главный на производстве мой сын.
У меня 2 сына. Я помогаю. А сыновья вас слушаются? Конечно, слушаются. А вы давно делаете юрты? 20 лет. 20? У нас целая династия здесь. Юрта стоит от 200 тысяч сом. Покупают их владельцы гостиных домов, чабаны, пастухи и просто заинтересованные люди. Я увидела такую красивую корону, думаю, ой, царицей буду сейчас. Но мне сказали, что это носят женщины 60+. У меня осталось пару лет, поэтому, в принципе, одела я не так ее и рано. Но красиво, красиво, понимаете? Никто ж не знает, что кто не знает, тот не знает. А так вот сидишь, завтракаешь в короне. 2500 сом с человека стоит остановиться в юрте. Мы берем войлок. А, это уже готовое или еще будет? Нет, это всего лишь заготовки. Затем делается рисунок. Надо нарезать войлок и сшить его, чтобы не смещалось. И как вы сейчас будете вот так чик-чик-чик-чик-чик? Так давайте я вам порежу, идите работайте себе спокойно. Нет, вы так нет? испортите, Что, не уже? надо. Нужно делать по узору. Вот, сейчас я вам начну правильно, а вы можете дальше попробовать. Можно чуть что это я? сильнее надавить, не Подождите. стесняйтесь. А, вот так. О, Господи. И вот так вот заворачивать? Да, Ну заворачивайте. как это? Ну это ж тяжело. Сезонность такого бизнеса с мая месяца по сентябрь. В основном приезжают иностранцы. Это европейцы, очень много русских, немцев. Вот, смотрите, мы отрезали, и теперь надо сложить Ага. рисунок. Соединить белое с Так, черным. да. Так. Красиво. А, ничего себе! Да. Как Потом у вас шьется. продумано. И вот это все сшивается, да? Ой, так это красиво, иди посмотри. Вот только что, понимаешь, вот как говорится, вот из ничего сделали... Да, сделали. Эту конфетку. Ну, то есть есть юрты для одиночек, а есть юрты для семейной пары. И здесь может даже спать ребенок. Очень удобно. Но опять-таки, куда ребенка в угол поставить? Я не знаю, почему у меня возник этот вопрос, потому что тут нет ни одного угла. Я никогда в жизни не стояла в углу, но как-то так интересно, правда? Тепло, главное. Красота. Местные, прям местные, не живут в юртах, конечно. Их используют чабаны, это пастухи. Ну и состоятельные люди тоже. Это хороший вариант поставить на участке дом для гостей. Накормил, напоил и отправил их спать в юрту. У меня у самой юрты нет. Мне на работе хватает. И хотя юрта – это дом, который можно собрать и увезти с собой, здесь есть место, откуда они уже никуда не денутся. На кладбище вокруг каракола их ставят навсегда. Местные считают, что на том свете у человека тоже должен быть дом. Это последняя юрта, которая потом уже никуда не кочует и остается вместе с хозяином навсегда. Если посмотреть на могилы с юрточками, это старые захоронения 70-х, 80-х годов. Сейчас такие уже не ставят. Сейчас выбирают памятник или вообще могут ничего не поставить. Земля на кладбище в Кыргызстане бесплатная, но захоронение зависит именно от того, мусульманское это кладбище или православное. В Кыргызстане живет много наций, и у каждой свои традиции захоронения. Самые дорогие похороны у киргизов. Они стоят от 100 тысяч сом. Юрта – это дом кочевников, но есть в Кыргызстане народ, который мигрировал из Китая много веков назад и любит дома
другого типа. Это дунгани. Так зовут местных китайских мусульман. И скоро я зайду к ним в гости. Вы же не думали, что я пройду мимо? Но по дороге зайду в их святую святых – Дунганскую мечеть. Или не зайду? Тут находится Дунганская мечеть. Говорят, что ее построили без единого гвоздя. Очень хочется, конечно, зайти внутрь и посмотреть, но женщин туда не пускает. Но у нас есть оператор, который все пойдет и все нам с вами все снимет и покажет. Так что давай. У этой мечети немного трагичная история. Ее закрывали, тут был и склад, и клуб. А спасло ее только то, что у СССР не было денег построить тут что-то новое. Наша родина – это, конечно, Кыргызстан. Тут живет уже 5-е наше поколение. Наверняка у нас есть родственники в Китае, но связь уже навсегда потеряна. Дунгане пришли сюда из Северного Китая, поэтому мусульманская мечеть выглядит вот так, в китайском стиле. У дунган очень интересная история, но лучше них самих о себе никто не расскажет. Поэтому я решила зайти в гости к дунганской семье. На первый взгляд здесь все обычно. Семья живет гостевым бизнесом и держит хозяйство с индюками. А в доме есть собака и дочка, которая учится играть на пианино. Кажется, разучивает собачий вальс для своего дружочка. А вот отличие начинается, как только я зашла на кухню, потому что тут мы будем готовить их национальное местное блюдо. Итак, что мы сегодня будем готовить? Мы готовим с вами традиционное блюдо нашей кухни ашлян-фу. Но ведь это блюдо именно вот ваше, потому что я так понимаю, что киргизы не очень сильно любят, не знают его, да? За 150 лет, как мы тут осели, наши культуры так плотно сплелись, что ашлян-фу – это уже и местное блюдо. Его и киргизы готовят, и русские тоже. Раньше каждый народ ходил в свою мечеть. Но сейчас такого нет. Любой человек любой национальности может сюда прийти. Надо намочить. Я же разволновалась. Это очень ответственно, знаете, как крахмал вот так вот. Ну, между прочим, это показатель умения и ловкости хозяйки. В дунганской среде очень стыдно не уметь готовить. То есть меня бы взяли бы замуж в Дунгане, если бы увидели, как я режу? Ну, не факт. Еще не факт. Вообще не факт. В Азии нас живет где-то 100 тысяч дунган. Из них 60 тысяч живет в Кыргызстане. В пятницу на молитву здесь собираются абсолютно все. Тут так много народу, что вся территория заполняется. То есть ты должна выходить замуж и все уметь, да? Да, лапшу ты должна уметь готовить. Лагман ты тоже должна уметь готовить. А если, не знаю, богатый муж, и он может иметь прислугу, ресторан, и все тебе будут готовить? Все равно. Все равно должна. Все равно должна. В школе много национальностей, дунгане тоже учатся. Но в школах их культуры мы не изучаем. А скажите, пожалуйста, а вот ваши дети захотят жениться, а где вы столько дунган найдете? Это проблема на самом деле. Теоретически это возможно. А если они женятся не на дунганах, это возможно? Возможно. Наша семья – пример. Наша свадьба – это связь китайских и мусульманских традиций, но главная церемония у нас мусульманская. У всех мусульман на территории страны только одна жена. Согласно Конституции, Кыргызстан – это светское государство. Здесь законы шариата не имеют силы. Поэтому многоженство тут запрещено и преследуется по закону. Блюдо звучит сложно, но готовится просто. Из крахмала нужно выдавить макароны, заправить все лозо – это лук, чеснок, помидоры и острый уксус, и собрать блюдо в миске. Итак, наше блюдо готово. Выглядит очень красиво. Как это надо есть? Его нужно перемешать. Не сильно, буквально слегка. Снизу мы цепляем лапшу с крахмалом и едим.
Это блюдо мы не часто готовим. Рецепт очень сложный. Там 5 ингредиентов, которые ферментируют в течение месяца. Мне кажется, она такая очень даже... Я вообще не ем ничего острого, но она прям такая очень пряная. Да, наша кухня пряная и острая. Мы познакомились с двумя семьями, и, как вы могли заметить, все они постоянно работают. Потому что пенсия в Киргизстане штука, конечно, приятная, но небольшая. Поэтому местных пенсионеров вы не встретите на лавочках. Они работают, нянчат внуков и держат хозяйство. А выглядят они бодрее многих 30-летних. Я вас сейчас познакомлю с Эмильбеком, которому повезло немного больше остальных. К своей пенсии он успел организовать целую гостевую деревню. Ну скажите, а вы вот представляли себе вот такую пенсию когда-нибудь? Да, я представлял именно такую пенсию. Наш отец каждые выходные возил нас на старенькой машине в горы, в разные места всегда. И таким образом привил любовь к природе. Одному за такой территорией, конечно, не уследить. Хорошо, что рядом любимая жена, которая всегда поможет. И сделает это быстро, потому что передвигается она по заснеженной деревне на санях, прямо как настоящая барыня. Так, мы сейчас едем куда? Ваше владение смотреть, да? Да, просто едем по округе. Деревня небольшая, но она раскинута широко. Не бойтесь. Я первый раз на санях. Но это не те русские сани, как в сказке, не тройка. Я ни на каких санях никогда не ездила. Не бойтесь, не упадете. Деревня представляет из себя десятки домиков, разбросанных по территории. Свои дорожки, свое хозяйство и много работников. Люди приезжают с семьями и чувствуют себя как дома. А потом можно и в горы выбраться, покататься на лыжах или просто погулять. А скажите, а чем вот вы тут занимаетесь? Вот проснулись вы утром, и что вот вы делаете тут? Когда у нас гости, я просыпаюсь раньше них, часа на 2. Иду на кухню, там работает моя помощница, тоже из этого села. И мы вместе готовим гостям. А семья ваша, дети ваши? У меня 3 дочери и 1 сын. Все катаются на лыжах, все горные люди. А также у меня 9 внуков. Но они тут не живут с вами? Нет, они живут. Почему? Все дети с вами живут? Ну, не постоянно, когда каникулы или отпуск. Но когда приезжают, представляете, сколько тут народу? А вообще, насколько сильно ваша жизнь поменялась вот до пенсии и вот на пенсии? Ой, на 180 градусов. Да? А чем вы раньше занимались? Я вообще по профессии технолог-винодел. Винодел? Да. Да вы что? Работали мы с мужем вместе на винном предприятии. Это был спиртовой завод. Я была главным микробиологом, а муж – начальник производства. И мы делали спирт из пшеницы. А как вообще в Кыргызстане живут общая масса пенсионеров? То есть им помогает государство или только на детей можно надеяться? Пенсия в среднем где-то $100. На это можно прожить? Да, конечно, нельзя. То есть должны помогать дети? Или нужно как-то готовиться к пенсии? Ну, сейчас я не знаю, помогают ли дети. Но нынешний пенсионер не должен надеяться на детей. Я так считаю. Не надо надеяться ни на пенсию, ни на детей. Надо самому работать. Что-то копить, что-то нажить к концу жизни, чтобы потом нормально жить. Да, не припеваючи, конечно, но просто нормально. Я, когда впервые сюда приехала, был апрель. Здесь была такая грязь. Она прям с навозом была. Здесь люди скотиной занимались. Потому что работы после развала Советского Союза не было. Дома тут стояли То есть перекошенные. не понравилось? Сначала сказала, не хочу, да? Я говорю: Господи, что мы тут будем делать? Кто сюда приедет? Какие гости? А он говорит: послушай меня, скоро здесь будет бум.
И действительно, спустя 10 лет этот бум начался. Тем более тут строится огромный горнолыжный комплекс. Расскажите тогда молодежи, чтобы она знала, как нужно жить так, чтобы потом на пенсии быть счастливым, здоровым и не грустить. Надо верить в свою мечту. С молодости Да, и идти к ней. и идти к ней. Надо верить. Не думать даже иначе. Надо просто верить. И Бог всегда всем поможет. В Кыргызстане не принято жаловаться на жизнь. Здесь не ждут перемен извне. Здесь просто живут, трудятся, растят детей, помогают соседям, смеются, молятся и поминают ушедших. Они не мечтают о лучшей доле где-то за границей, потому что лучшее, по их мнению, уже здесь. Горы, которые выше облаков, озеро, которое никогда не замерзнет, дети, которые вырастают и обязательно возвращаются. И уверенность, что завтра будет еще один день. И он будет таким же непростым, трудным, но своим. Потому что дом там, где твоя земля, а их земля – это Кыргызстан. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. За это время я поняла одну вещь. В Кыргызстане удивительно простая формула счастья. Здесь хорошая жизнь – это немного про другое. Это про то, что ты знаешь каждого соседа или даже каждого человека в городе. Дома тебя ждет всегда большая семья и горячий ужин. И именно в этом и есть их настоящее богатство. Мы выбираем быть счастливыми. А счастье, оно всегда рядом с нами. Надо быть умным, развиваться и улыбаться. Счастье – это любить себя и свою семью. В этом и есть их настоящая жизнь других.